Приветствуем вас, дорогие друзья, в программе «Окна» на YouTube и RTU платформах Российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе традиционно с экспертами обсуждаем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Сегодня мы обстоятельно поговорим о текущей ситуации на Ближнем Востоке, о том, что там происходит, поскольку в минувший вторник в Ливане произошла серия взрывов, пейджеров и прочей техники, в результате которой погибли несколько десятков человек, сотни, а то по некоторым данным тысячи ранены. Что произошло конкретно? Как передают наши коллеги из других информагентств, волна взрывов пейджеров началась в Ливане примерно в 15:30 по местному времени и продолжалась на всей территории страны около часа после первых детонаций. Эпицентром стали южный пригород Бейрута Дахия и восточная часть долины Бека. Эту территорию агентство Рейтер называет оплотом Хезболлы. Как уже я отметил, в результате погибло несколько десятков человек, в частности погибли еще и мирные граждане. Но что интересно, многие на Ближнем Востоке, да и в мире уже поспешили обвинить в случившемся Израиль, считая, что он как раз-таки является главным, скажем так, интересантом, главным сторонником всей этой акции, поскольку, собственно говоря, Хезболла является одним из главных противников Израиля, да и до этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял о том, что операция Израиля против Хезболлы рано или поздно начнется, потому что Хезболла угрожает израильской государственности, собственно говоря, и ее безопасности. Ну и, собственно говоря, произошли эти взрывы. Чем все это может обернуться для Ближнего Востока, как на все это будет реагировать дальше Хезболла, что будет предпринимать дальше Израиль, и будет ли война между Ираном и Израилем, обсудим с гостем нашей сегодняшней программы. С нами на прямой связи из Израиля общественный деятель, руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Яков Иосифович, добрый день, приветствуем вас. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Яков Иосифович, вы человек, который, собственно говоря, неоднократно посещает нашу передачу. Нам рассказывали на прошлых программах о том, что действительно все же ситуация, конечно же, довольно напряженная, но опять-таки будут делать все возможное, чтобы большой войны не происходило, потому что большая война никому не нужна, ни Ирану, ни кому-либо еще, хотя, конечно, провокаторов в регионе имеется. Это лучше у меня, знаете. Но, Яков Иосифович, вообще то, что произошло в минувший вторник и в среду. Взорваны были эти пейджеры, пользовались ими Хезболла и, собственно говоря, прочие другие. Как вообще такое могло произойти? Понятно, что сейчас, опять-таки, все уже начали валить на Израиль, что вот Израиль главный виновник всей этой истории. Как бы вы прокомментировали все эти сообщения, что можно по этому поводу вообще сказать, и стоит ли нам тогда ожидать в таком случае большую войну, тем более, что накануне глава Хезболлы Насралла заявил о том, что война уже, собственно говоря, объявлена, она уже идет. Во-первых, война между Израилем и Хезболлой идет с самого начала создания Хезболлы. Цель Хезболлы, это как ее определили все ее руководители с самого начала. Часть из них мы отправили уже на тот свет. Мурне был предпоследний, последний, пока еще живет, это Насралла. Я подчеркиваю, пока. Но цель Хезболлы была уничтожение Израиля. То есть война идет. Но не мы начали войну. Они начали войну против нас. Они ведут на войну против нас. Они атакуют Израиль. 7 числа, 7, после того, как они отпраздновали этот чудовищный террористический акт, бесчеловечный, как великую победу ислама, они сразу же начали обстрел Израиля. И он не прекращается каждый день. Вчера, за один день, вчера только, 150 ракет были выпущены по Израилю. И десятки раз мы предлагали прекратить огонь, решить проблему. И говорят, нет, мы будем продолжать. Пока будут продолжаться военные действия в Газе. Ливан – это не Газа. У нас нет проблем с Ливаном. У нас нет проблемы с ливанским народом. У нас нет проблемы с ливанским правительством. У нас есть проблема с организацией террористической, фундаменталистской, исламской, шиитского толка, которая действует с территории Ливана и которая
с которой ливанское правительство и армия не могут справиться. Я хочу только напомнить, премьер-министр Ливана Харери ликвидировала Хизбалла несколько лет назад. Так что все те говорят, те, которые говорят, вот, это война, и Израиль атаковал Ливан. Нет, не Ливан. Тот, кто атаковал и атакует. Ливан – это Хизбалла. Тот, кого ненавидит весь Ливан, кроме членов Хизбаллы и их семей, это Хизбалла. И они еще заплатят не от нас, а от ливанского народа за все, что они сделали. С ними рассчитаются. Но не мы, сами ливанцы. А теперь к тому, что произошло. В феврале этого года Насралла, руководитель Хизбаллы, обратился к всем террористам, членам Хизбаллы, военной и политической структуры, с требованием: перестаньте пользоваться мобильными телефонами. Все мобильные телефоны прослушиваются врагом. Все мобильные телефоны являются средством для прослушивания, для целеуказания, для обнаружения, кто из нас где находится. И я призываю всех прекратить пользоваться мобильными телефонами. Все переходим на пейджер. И тогда стала осуществляться программа в Ливане перевести всю связь оперативную организации на пейджеры. Были закуплены 5000 пейджеров и были розданы только военным командирам Хизбаллы высшего, среднего и низшего оперативного звена. Все пейджеры получили только военные командиры Хизбаллы для связи, для передачи информации, для передачи приказов, для передачи донесений. Одновременно с этим в дополнение были закуплены другие, как бы не мобильные телефоны, а передатчики. В дополнение к средствам связи. Я буду опираться сейчас на иностранные источники. Может быть, в их сообщениях есть определенная доля правды. Вот Нью-Йорк Таймс, опираясь на источники в разведке, они не указали какой. Американской или израильской, или Лихтенштейна, я не знаю. Но они сказали, что 15 лет назад в Израиле начали оценивать вероятность того, чтобы использовать такие средства для ликвидации того или иного члена террористической организации. Они сказали, американцы ЦРУ тоже исследовали эту идею. В ЦРУ пришли к выводу, это нереально. А как пишут Нью-Йорк Таймс, а в Израиле пришли к выводу, что это реально, только надо кое-что сделать. Так. И вот, согласно тому, что произошло, Хизбалла купила пейджеры одной тайваньской фирмы. Довольно известные и хорошие пейджеры. Эта тайваньская фирма их спроектировала и производила, как водится, по всему миру через субподрядчиков. И несколько лет назад было создано несколько фирм. Одна из которых, записанная в Венгрии, и другая, записанная в Болгарии, которая работала с этой венгерской фирмой. А болгарской фирмой руководил, вероятно, один индус, гражданин Норвегии, молодой парень. Они и взяли подряд у этой тайваньской фирмы на производство пейджеров. И стали их производить и продавать. Хорошие пейджеры, они их продавали. И когда
из Хизбаллы связались с ним, или их подставили под Хизбаллу. Хизбалла тоже у них заказала пейджеры и получила опытные экземпляры, которые были отличные, и закупила. Но оказалось, что все пейджеры, которые закупила Хизбалла, не пейджеры, которые были поставлены в Ливан, а только Хизбалла для своих нужд, в каждом был монтирован небольшой заряд сильного взрывчатого вещества. Вещество известное, сильное. Производят его во многих странах мира. Порядка 20-30 грамм. Плюс электронное устройство, которое могло привести к взрыву этого вещества по определенному электронному сигналу. И все пейджеры были оборудованы этим же материалом. То же самое произвели, но другой фирмой. Все другие передатчики и электронные приборы для идентификации личности и для связи, которые приобрела Хизбалла. Только там взрывчатки было больше, потому что приборы больше и легче было смонтировать. Принцип был тот же самый. Что интересно, после того, как пейджеры взорвались, фирмы исчезли. В Венгрии, в Будапеште пришли на адрес фирмы, да, вывеска висит, но говорят, ну тут никогда никого не было. Индус уехал в отпуск, и его ищут, и никто не знает где. В Болгарии об этом ничего не знают. Да, фирма была, но мы ничего не знаем. А на Тайване, говорят, мы тоже ничего не знаем. А передатчики вообще были японские. А японская фирма говорит, мы тоже не знаем ничего. Они такие же, как наши, но не мы их делали, но они точная копия, как наши, из нашей эмблемы. И 17 числа в определенный момент все пейджеры, кто имели, получили, зазвенели. Возьми пейджер, тебе сообщение. Все те, кто были на них, все пейджеры взорвались там, где они были. У кого были в кармане в брюках, взорвались в брюках. Тот, кто взял, поднес к лицу, взорвалось перед его лицом. Тот, кто взял рукой, но не успел вынуть, взорвалось в руке. Тот, кто положил на стол, взорвалось на столе. Результат. Порядка 4000 раненых. На следующий день взорвались все средства связи. По сообщениям, которые сейчас актуальны, погибло более 50 человек. Но это не официальные данные. То есть это считаются те, которые погибли, которые были в публичном пространстве. Никто не знает, а сколько погибло на командных пунктах, в бункерах. На командных пунктах Хизбаллы. Поскольку это высшее командное звено, среднее и оперативное, порядка 3500 сегодня ранены. Многие раненые ослепли, оторвало пальцы, повредило все органы, даже самые чувствительные. То есть раненые в большинстве своем, они уже не боеспособны. Убитые точно. И этой операции был достигнут колоссальный успех. Возьмите, представьте себе государство и в армии, и армия этого государства. Вдруг в течение 48 часов более 3500 офицеров этой армии выходят из строя. Какая бы эта армия ни была. Это огромный удар. А Хизбалла это всего-навсего довольно эффективная террористическая организация, небольшая. Всего участвующих боевиков, которые могут принимать участие непосредственно на поле боя, порядка 15 тысяч осталось. Поэтому этот удар колоссальный.
Все средства связи ликвидированы. Они не могут сегодня связаться один с другим. Мобильных телефонов нет. А те, которые пользуются, мы же их прослушиваем, как сказал Насрал. Мы с ним не спорим. То есть вся система связи, управления, командования организации ликвидирована, парализована. То есть чисто технически, чтобы это восстановить, нужно время. Нужно закупить аппаратуру, приборы, выбрать какую, настроить, раздать, обучить людей. Это занимает время. А людей-то надо еще найти. Конечно. И потом, самое главное, а кто сказал, что новые не взорвутся? Вот, Яков Иосифович, вот здесь как раз вопрос. То есть, с чисто оперативной точки зрения, Хизбалле нанесен сильнейший удар, особенно по ее высшему звену, по ударному подразделению и по высшему командованию. И это вчера признал Насралла в своем выступлении. Всякого рода страшилки, угрозы меня не интересуют. Это для пропаганды. Я смотрю реально, практически. Сегодня боеспособность Хизбаллы как организации организованно действовать в серьезных масштабах вообще, а тем более против Израиля, резко поражена. И намного ниже, чем могла быть и была. Что к этому еще странно? А взрывы произошли также и на территории Сирии. Взрывались часть офицеров Хизбаллы, которые там были, а порядка 30 это офицеры иранских стражей революции, которые получили эти чевижи. То есть они вошли в контингент высшего командования Хизбаллы. Потому что только Хизбалла, только люди Хизбаллы пострадали, больше никто не мог получить. Это военная организация, и это средства связи военной организации, командования между собой. И только они это получили. И они пострадали. По всей Сирии взрывались и пейджеры, не в таком количестве, понятно, и средства связи. Что еще вызывает вопрос? А ответ сам по себе. Пострадал посол Ирана в Ливане. А иранцы не признают, кстати говоря. Говорят, что это неправда. Иранцы не признают, говорят, что это неправда. Ну, огораживают, вот так скажем. Сведения из Ливана, что пострадал то ли консул, то ли посол. Консул, да. Тогда, значит, этот дипломат входил в закрытый круг командования Хизбаллы. И тогда вопрос, он дипломат или террорист, член Хизбаллы под дипломатическим прикрытием? По крайней мере, его ранение показывает, что он, да, был членом командования, круга командования Хизбаллы. То есть даже если он пострадал, не потому что он иранец, не потому что он иранский дипломат, потому что он был в Хизбалле. Были какие-то сведения, я не знаю их. Я не отвечаю за их достоверность, что якобы украинский дипломат пострадал. Ничего не могу на этот счет сказать. Не знаю, правда или нет. Кроме того, что было такое сообщение, вероятность его и тоже не знаю. Но любой человек, который пострадал от взрыва пейджера, кроме того, который случайно там на рынке вдруг оказался, когда он взорвался, таких было, но это очень мало. Меньше 10. Яков Иосифович, то есть военная цель, оперативная цель достигнута. И те, кто говорят о большой вероятности войны, именно из-за этого, ну, чисто практически посмотреть, организация, которая резко была повреждена, уменьшена, ее боеспособность
пониженной боеспособности войну не начинает. То есть можно нагнетать атмосферу пылкими речами, но от микрофона война не начинается. И пейджера тоже не начнется. И война с Хезболлой у нас идет уже давно. В тот день, когда Хезболла согласится на прекращение огня, война закончится. Но они говорят, мы будем продолжать. А на войне, как на войне, они будут продолжать, мы тоже. Но поскольку они обстреливают нашу территорию, они говорят, мы не допустим, чтобы 100 тысяч жителей Галилеи вернулись в свои дома на ливанской границе. Ну, мы, защищая нашу территорию, наших граждан, постараемся это обеспечить. Яков Йосич, у меня вот в связи с тем, что вы до этого сейчас нам сказали, возникло два довольно деликатных вопроса. Собственно говоря, над этим сейчас очень многие эксперты спорят. Первый вопрос касательно того, как все-таки этот взрыв мог произойти. То есть эксперты разделились надвое. Одни считают, что все-таки взрывчатка была начинена заранее в этих пейджерах, и они взорвались потом в конечном итоге. Другие считают, что здесь обошлось все-таки с помощью такого дистанционного электронного управления соответствующего. И из этого, из второй версии значит, расследования вытекает следующий вопрос. Скажем так, многие сейчас также отмечают то, что Израиль своим вот этим действием, ну, опять-таки, те, кто говорят, что Израиль виноват, ну, скрыл ящик Пандоры, что теперь завтра любая какая-нибудь другая организация, может быть, даже террористическая организация, захочет вот это все притворить в жизнь в отношении своего противника. И вот используя просто-напросто обычные мобильные телефоны, кондиционеры, я не знаю, какую-либо другую технику. Согласны с таким утверждением? Нет, оно безграмотное, людей, которые не совсем умеют думать и оценивать ситуацию и не знают истории. Так, давайте мы послушаем. Во-первых, чисто фактически по исследованию того, что взорвалось, там ясно, что взрывчатка была внесена в процессе производства. То есть она была начинена там? Да. Угу. То, что фирмы, производившие это, исчезли, только это подтверждает. Ага. Вот ответили на вопрос. Если бы фирмы-производитель были, а исчезли бы те, кто у них купили, тогда можно было сказать, да, они были чистые, произведены, а на каком-то этапе было. Сейчас будут все искать, где и как это производилось. И попытаться найти работников этих фирм. Я могу сказать, даже если найдут каких-то работников, но те работники, которых найдут, и которые знают, они знают то, что они делали. Тех, которые закладывали взрывчатку и об этом знали, не найдут. Даже если будут известны имена, под которыми они действуют. Это обычная профессиональная работа разведслужб. И очень часто действуют под чужим прикрытием. Очень часто используют вслепую других. И они даже не знают. Как вероятнее всего, этот индус норвежский или норвежец индусского происхождения, он был использован вслепую. Он вообще не знал, что он делает. То есть он знал, что он делает, но он не подозревал, что эти солидные европейские или канадские, или даже вьетнамские, китайские, тайваньские люди, они вообще-то не тайваньцы. Я могу вам дать один пример. В свое время в Сингапуре было 2 военных атташе Израиля. Один военный, а один военно-морской. Военно-морской потом он был командующий израильским флотом. Оба говорили на китайском, как на родном языке, потому что это был родной язык. Это был их родной язык. Я летал в Илале часто. Я часто вдруг смотрю стюардесса, и у нее написано, какими языками она владеет. Написано японский. Я говорю, откуда вы знаете японский? Она говорит, а я японка. Израильтянка, говорит великолепно на иврите, служила в армии.
У нас можно и среди израильтян, и вообще в мире найти людей, которые, и в этом мы отличаемся великолепно, которые могут делать как угодно. Даже как папуасы. И даже как йеменцы. И эта операция, она показала, что разведывательное покрытие Израилем Хизбаллы, оно почти абсолютно. И что, о чем идет речь? Не обращаю опять внимания то, что написано в Нью-Йорк Таймс. Они говорят, 15 лет назад уже эта сама идея возникла. А если посмотреть в историю, преступные организации, мафии и в России, и за пределами России использовали такие средства еще в 90-е годы. И пейджеры взорвались, и мобильные телефоны взорвались. Мы мобильными телефонами ликвидировали несколько руководителей Хизбаллы и Хамаса и 20 лет назад, и 15 лет назад. То есть использовать этот маленький электронный прибор не только для сбора информации, но и для цели указания. Очень часто это было, что раздавался звонок, он говорил «алло», а в это время сверху с беспилотника ракета попадала в ту точку, где он стоял. Это известно. Я хочу напомнить русскоговорящим. Они не помнят, а я это помню, потому что я в этом не участвовал, конечно, но была довольно четкая информация. А как Масхадова ликвидировали? Как Масхадов был ликвидирован? Он тоже ответил, у него раздался телефонный звонок. То есть те, которые говорят, что вдруг сейчас люди узнают, все знали это давно. Это все известно. И профессиональные круги, и разведывательные, и контрразведывательные, и армейские знали, что такие способы существуют. Но как, когда применить, против какой цели, это уже другой вопрос. Американцы посчитали, что это невозможно, а мы посчитали, что это возможно. У нас была возможность и необходимость решать проблему Хизбаллы, террористической организации, которая нам угрожает. Когда Насралла объявил, меняем все средства связи, мы уже к этому были готовы. И пусть проверят, а когда фирмы были зарегистрированы? До того, как Насралла сказал. Значит, вероятность этого уже была проанализирована. Разговоры, которые об этом шли в Хизбалле, нам были известны. То есть мы уже были готовы. Они не были готовы. Ну, и те доморощенные специалисты, или те, которые не доморощенные, но считают, что они специалисты, им это в голову не приходило. Но всем профессиональным кругам это всегда приходило в голову. Вот почему американцы отказываются и запретили пользоваться китайскими мобильными телефонами. А китайцы, наоборот, американскими. По той же самой причине. Почему в России государственным чиновникам, я уже не говорю о военном, я уже не говорю о людям службы, запрещают пользоваться иностранными телефонами, неважно какими. Не только Apple, но и Samsung. Потому что каждое это устройство, оно потенциально может быть инструментом для разведслужб. А каким разведслужбы считают? И потом элементарная вещь, не относительно к разведслужбам. Все знают, сколько случаев было самовоспламенения литиевых батареек мобильных телефонов. Это правда, да. Да. Все знают. Но не надо быть лауреатом Нобелевской премии по физике, чтобы понять, что если может быть самовоспламенение, может быть и воспламенение, которое будет спровоцировано. Но это элементарно же. То есть все электронные приборы, все средства связи,
все средства наблюдения, они могут быть оружием или помогающим оружием для достижения тех или иных целей, включая ликвидацию. Это все научные открытия, все технологии. Космос – это то же самое. О чем сейчас говорят американские военные специалисты? Говорят, только одно нас может спасти и добиться преимущества против преимущества России в гиперзвуковых ракетах стратегического оружия. Космическое оружие, наблюдение и проблемы, которые мы можем решить из космоса. То есть космос тоже является полем деятельности и подготовки оружия, даже самого смертоносного, или наоборот, для борьбы с ним. И связь – обычная вещь. И уже 20-30 лет мы на этом специализируемся. Так же, как компьютер. Компьютер – великолепная вещь. Но он может приводить к очень-очень тяжелым результатам. Сегодня компьютерная атака может нанести колоссальный стратегический ущерб. Вся электросистема любой страны может быть выведена из строя совсем. Только компьютерная атака. И я дам пример. То, что было в Иране. Несколько лет назад. Закрытая компьютерная система, у которой нет связи с системой вне, которая управляла работой центрифуг, которые занимались очищением урана для превращения урана из обычного в оружейный. Вдруг в один прекрасный момент все центрифуги вошли в режим работы, который разрушил их в течение нескольких секунд. Потому что мне был введен вирус, разработанный в Израиле и внесенный в эти компьютеры через тех, кто поставлял эти компьютеры, производил в Иран вместе с американцами. Это было, это можно. Я еще раз повторяю. То же самое можно сделать со всеми турбинами всех гидроэлектростанций. Так же, как с пейджерами. И тогда вся страна, любая. То же самое можно сделать с любой электрической системой, которая есть. Вся система электроснабжения, вся система водоснабжения, управляемая электричеством любой страны при правильно организованной компьютерной атаке выйдет из строя. И в стране не останется воды. Или еще хуже. Вся система канализации, она же вся на электричестве. Вся управляется автоматически, вся управляется компьютером. Представьте, город, 15 миллионов человек, канализация перестала работать, электричество перестало работать, водоснабжения нет. Страшно себе представить, Яков Иосифович, честно. Не, ну к этому весь мир готов, над этим работают. Работают над этим и против этого. То есть не надо закрывать глаза и делать из себя сверхнаивного. А вот сейчас, теперь весь мир знает, как можно взорвать пейджеры. Ну вот об этом речь как раз, все это и говорят, да. Мир об этом давно все знают. Может быть, обыватели не знали. Может, эти горе-специалисты не знали. Но те, кто за это отвечают, знали. Везде. И полно признаков того, что они к этому готовили. Я знаю это у нас. Есть много мест, что при входе туда, ты телефон сдаешь, он идет в герметически закрытую какую-то коробку. Ты больше с телефоном не ходишь. Почему? Потому что люди знают, что это такое. Но опять-таки, то, что может быть для прослушивания и для целеуказания может и взорваться. И мало того, а телефон может быть чистый, пейджер может быть чистый. Но если кто-то где-то, когда-то, где-то невнимательно оставил его на 5 минут, через 5 минут он уже будет нечистый. Через 5 минут там будет заложена взрывчатка, если в нужное время нужный человек с нужными навыками там был. И никто не знает, никто не видел.
Через месяц этого человека нет. Его не найдут. Даже если будет известен его силуэт, его лицо. Одна из вещей, которую учат во всех разведслужбах, внешней разведки, и американских, и российских, ну и наших. Как изменить свое лицо? Как замаскироваться? Как сделать себе другой нос, глаза, волосы? И ты совершенно другой человек. И на этом снимке, особенно если ты в очках, чтобы нельзя было определить расстояние между глазами, оно не меняется. Тебя потом нельзя опознать. Форма головы изменилась, скулы наращены, подбородок другой, нос другой. То есть сломать все точки постоянные лица, по которым можно определить. Каждый профессиональный разведчик, который занимается, находится на нелегальной оперативной работе, знает, как это делать. И вот такой человек, если он окажется в нужном месте, он там может быть, работать уже 10 лет. И быть великолепным работником. Для того, чтобы в нужный момент сделать то, что надо. Так что не надо быть сверхнаивными. Ничего нового мы не сообщили. Мы просто показали, что мы умеем делать обычные вещи обычными вещами, нестандартным путем и довольно эффективно. Яков Федорович, еще один вопрос, который нас волнует, это все-таки внешний фактор. Дело все в том, что сейчас как раз-таки градус эскалации довольно напряженный. В Госдепе США и Пентагоне, соответственно, прокомментировали последние события в Ливане и заявили, что Израиль даже не ставил в известность американскую сторону, что якобы даже поставил в известность там чуть ли не за 2 часа, не за 2 минуты о произошедшем. И вот сейчас эксперты также спорят насчет того, а собирается ли Израиль втягивать американцев во всю эту историю, или Израиль готов будет самостоятельно бороться со своими противниками в регионе, потому что, ну, собственно говоря, ситуация довольно очень сложная. Но на фоне предстоящих американских выборов, которые в ноябре пройдут, тоже, конечно, есть свои довольно деликатные нюансы, которые тоже невозможно, ну, на них не обращать внимания. Потому что если победят демократы, как бы считается экспертами, что вот Израилю будет довольно сложно. А если Трамп победит, то наоборот гораздо проще. Что можно по этому поводу сказать? Ну, во-первых, мы не собирались втягивать американцев в это дело. Но американцам было сообщено, что мы проводим определенную операцию в Ливане, не давая даже намека сказать, о чем идет речь. Это сообщили американцы. Не, так сказать, не обижая Лихтенштейн, который, вероятнее всего, провел эту операцию. Но американцы сказали, что Израиль предупредил высшее военное разведное командование, мы проводим операцию в Ливане. Если это действительно мы провели, а не Лихтенштейн, то после того, как она провела, конечно, американцами поделились не всеми данными, но в принципе, что и как было сделано, ну, в порядке обмена опытом. Не только с принципом «учитесь, ребята», но и примите во внимание, что такое имеет место быть. Все остальные разведслужбы или службы безопасности, включая российские, ну, будут учить поэтому и по данным, которые получат из Ливана, я имею в виду настоящий оперативный, и отслеживание всей информации, которая будет. Но это естественно, это интересует всех. Так и должно быть. Американцы не заинтересованы в военном конфликте в Ливане. Они до сих пор уверены, это их подход, что есть возможность решить конфликт в Ливане мирным путем, переговором с ливанским правительством, за которым будет стоять Хизбалла, о выполнении резолюции 1701, и Хизбалла отойдет от израильской границы за Литанией. Основное условие этому, и это по словам Хизбаллы, не какого-нибудь профессора, как только прекратятся военные действия в Газе, мы готовы. По крайней мере, это было до вчерашнего дня.
прекратить огонь и начать переговоры о урегулировании некоторых вопросов ливанско-израильской границы. Там было определено 18 точек, которых, по мнению Хизбаллы, граница должна быть передвинута на 100-200 метров. Мы признаем, что 10 это точно, остальные для переговоров. Но переговоры должны идти с ливанским правительством. Это не граница Хизбаллы, это граница Ливана. А в Ливане хоть слабое, но есть правительство. Если будет заключено соглашение, оно будет заключено с ливанским правительством. А не с Хизбаллой. А с Хизбаллой, ну, пусть там договариваются, кто хочет. Но главное, чтобы они выполнили, отвели свои войска за Литань. Израиль не ставит себе целью уничтожения Хизбаллы или ликвидации. Мы исходим из того, что если Хизбалла будет чисто ливанской организацией и будет заниматься чисто ливанскими проблемами, неважно в какой форме и как, тогда нас это не интересует. Нас интересует только действия Хизбаллы против Израиля. А борьба за те или иные права шиитского населения, которое является самым большой национальной религиозной группой в Ливане, это нас не касается. Ливан – сложное государство, многоконфессиональное, многонациональное. Но пусть они там и разбираются. Только при чем тут мы? Разбирайтесь по ту сторону границы. Поэтому объективно у нас нет противоречия с Ливаном. Если Хизбаллой бы не было, если бы у нее не были те или иные цели, направленные против Израиля. У нас против Хизбаллы ничего нет. Нас не интересует их идеология. Нас интересует, как они молятся, их проблемы с суннитами, их проблемы с христианскими общинами, с друзами, их проблемы между собой. Это нас не интересует, это нас не касается. Нас интересует только одно: оставьте нашу границу в покое. Мы к вам не лезем, не лезьте к нам. Поэтому американцы исходят из того: давайте решим проблему в Газе. Решим проблему в Газе, и тогда решение проблемы в Ливане будет без войны, без кровопролития. Потому что решить проблему Хизбаллы в Ливане военным путем невозможно. Мы не ставим целью уничтожить Хизбаллу. Для того, чтобы ликвидировать Хизбаллу, надо оккупировать весь Ливан. Мы не собираемся оккупировать Ливан. И в те планы военных действий, которые существуют сейчас, как в любой армии, если все-таки военные действия начнутся, ну, максимум мы дойдем до Литани. И временно будем сидеть на этой территории, чтобы оттуда нас не обстреливали. Никто не собирается идти в Бейрут, никто не собирается идти в долину Бека, я уже не говорю дальше. Там, где тоже есть базы Хизбаллы. То есть, если Хизбаллу мы не уничтожаем, то начало военной операции, неважно по чьей причине, может очень быстро превратиться в войну на истощение. И они будут продолжать обстреливать израильскую территорию, но не с ливанской границы, а из места, которое называется Бальбек. Кто знает Ливан, знает, что это такое. А мы туда не собираемся. Это за шоссе Бейрут-Дамаск, это северный Ливан, близкий к Сирии. Ничего не надо делать. То есть война на истощение – это самое отрицательное, что Израиль может быть. Мы уже пережили одну войну на истощение с Египтом в свое время. И все выводы мы из нее сделали. Так что самый лучший выход, самый эффективный, который хотят американцы, и на чем все стоит, договоримся в Газе, и тогда проблема будет решена. Проблема Хизбаллы может быть решена, но это другим стратегическим. То есть Хизбалла была создана, вооружена и управляется Ираном.
Так же, как кто стоит за хуситами в Йемене? Иран. Кто стоит за шиитскими военными образованиями, которые тоже время от времени постреливают против нас, это тоже Иран. То есть для того, чтобы это успокоить и ликвидировать, надо разобраться с Ираном. Но с Ираном опять-таки у нас нет никаких противоречий как с государством, как с народом. Только антиизраильская политика Ирана, которая провозглашает, Израиль должен быть уничтожен, создает, поддерживает все шиитские террористические организации, которые ставят цель уничтожения Израиля и ведут против нас диверсионную борьбу, и плюс стремление к ядерному оружию. Без всего этого у нас нет проблем с Ираном. Какая нам разница? Яков Федорович, вот как раз вы у меня с языка сняли следующий мой вопрос, который я хотел вам адресовать, он как раз заключительный в рамках нашей сегодняшней программы, по поводу Ирана. Мы с вами неоднократно эту тему обсуждали. Мы предыдущую программу с вами записывали для наших зрителей, кто не знает, в конце июля. А вот в августе месяце на лентах информагентств поступили довольно интересные сообщения. Ряд ряд арабских изданий вышли заголовками о том, что Иран довольно серьезно испортил свои отношения с Хезболлой. В августе месяце в Тегеране собрались как раз-таки прокси-силы Исламской Республики, йеменские хуситы были, представители иракской милиции Хаш-Ташаби и Хезболла. Ну и еще там Катаиб Хезболла и ряд других там прокси-группировок, уже не уточнялось, сколько именно, но, конечно, Хезболла там присутствовала. И главным вопросом этой встречи было то, готов ли будет Иран ответить за убийство Исмаила Хании в Тегеране. Ну, как известно, Тегеран все еще не ответил на самом деле за всю эту историю. Он сказал, что ответит, но пока спускаются на тормоза. И вот представители Хезболлы довольно в резком и агрессивном тоне обратились к корпусу стражей Исламской революции Ирана, сообщив о том, что вот Иран ведет себя довольно трусливо, потому что он не хочет объявлять войну Израилю. И на самом деле ряд иранских изданий, находящихся вне Ирана, сообщают информацию о том, что новые президентские власти Ирана, да и сам Али Хаминеи не хотят развязывать войну с Израилем, понимая, что это все не нужно никому в регионе, и что ситуация будет довольно патовая и сложная, она выйдет из-под контроля, и просто будет беспощадная война, кровавая баня и так далее. Это просто к вашим словам, когда вы неоднократно у нас в программе говорили о том, что не нужна Ирану война с Израилем. Кто бы там, как бы Хезболла не пыталась спровоцировать иранскую сторону на это, Тегеран не хочет поддаваться на все вот эти угрозы Хезболлы, Хамас и прочих, считая, что вот этими угрозами, резкими словами лучше ограничиться. И действительно, на данный момент, по состоянию на сегодняшний день, отношения между Ираном и Хезболлой находятся в довольно подвешенном состоянии. И считается, что даже если сейчас Хезболла ответит Израилю и будет война прямая между Израилем и Хезболлой, Иран вписываться в эту историю не будет. Что вы можете сказать по этому поводу? Во-первых, основное, в чем отличие сегодняшнего Ирана и чем руководствуется идеология Ирана сегодня? Иран – это шиитское государство. Шииты – это меньшинство в исламском мире. Причем не просто меньшинство, а меньшинство, которого суннитский мир всегда дискриминировал. Кроме того, если суннитский ислам возник в основном на арабской базе, шиитский ислам, хотя он и возник в Ираке, но большинство шиитов, они не арабы. Как у каждого меньшинства, и у Ирана, особенно у Хомейни, в свое время духовного религиозного лидера, когда он создавал современную власть в Иране, у них была мечта исправить ошибку истории 1200-летней давности и вернуть руководство исламом из рук неверных последователей Али, шиитских.
И они хотели, чтобы шиитский ислам стал основным исламским направлением, а не сунниты. И по этой почве у них были проблемы с Саудовской Аравией. Если кто помнит, ну, я говорю все время, я слишком долго живу, я это помню. Была крупнейшая террористическая акция иранских паломников в Мекке. То есть пойти на теракт в Мекке для мусульманина. Ну, это такое себе. Но это было. Это было. И поэтому у определенных кругов в Иране есть до сих пор мечта. Мы должны завоевать другое, более важное место в исламском мире. И некоторые решили, что вражда к Израилю и поддержка уничтожения Израиля поднимет наши карты в исламском мире и усилит наше влияние. Это не первый раз было. Это были другие страны. В свое время шестидневная война началась из-за Сирии, которая решила, что именно ее агрессивная политика и фразеология и движение по отношению к Израилю поднимут ее авторитет по сравнению с Египтом. То же самое было в Ираке. Сегодня не только в исламском мире есть страны, которые считают, что их антиизраильская позиция усилит их влияние в исламском или в арабском мире. Это неверно, это ошибка. Но если говорить об Иране, это одно. Но есть реальность. И новые выборы, новый президент Ирана, это о многом говорит. Во-первых, сам факт, что его допустили к выбору. Во-вторых, Хаминеи поддержал его. Без его поддержки он бы не был президентом. Естественно, однозначно. То есть это смычка духовного руководства и премьер-министра. И что он сказал? И какие события сегодня происходят в Иране? Они очень показательны. Ну, на внутреннем поле. Какой закон или распоряжение президента недавно вошло в силу в Иране? А он сказал, полиция нравов не будет больше преследовать женщин за то, что они не носят хиджаб. Для Ирана, того Ирана, который был 3 года назад, 5 лет назад, это серьезный шаг в нужном направлении. Конечно. Второе. Он совершенно ясно сказал, и то, что он говорит, это согласие духовного лидера. Его цель восстановить отношения с Западом. Упорядочить их. И что он сказал совершенно недавно? Неделю-полторы назад. Давая оценку положения Ирана. И не отступая ни от каких идеологических принципов, но это все. Он сказал, Ирану нужно, вчера было, $100 миллиардов, чтобы наша экономика не рухнула. Мы на краю пропасти. И каждый человек, который думает государственными понятиями. Хизбалла не государство, террористы не думают государственными понятиями. Он знает, война – это дорогая вещь. И когда говорят о войне с Израилем, очень часто люди, несведущие, не понимающие, которые говорят о войне, они так же, как те, которые играют в карты или попадаются на любые авантюры. Они думают, а вот что мы сделаем противнику? И начинаются фантазии. Ответственный руководитель военный прежде всего смотрит, а что противник может сделать мне? В чем его угроза, в чем его сила? И поэтому, находясь в Иране,
Даже самые большие оптимисты, я не буду с ними спорить, это не имеет отношения к делу, которые думают, ну, мы нанесем Израилю такой удар, уничтожить Израиль, понятно, что они не могут. А Израиль же тоже нанесет удар по Ирану. И от этого экономика Ирана пострадает. Оптимисты говорят больше, пессимисты говорят меньше, но она пострадает. И вот сегодняшний Иран не выдержит удара по экономике, который обойдется еще в 100, 200, 300 миллиардов долларов. Учитывая то, что Иран очень уязвимый, страна большая, системы обороны противовоздушной, противоракетной нету у нее, чтобы защитить все. Ни нефтепромыслы, ни порты, ни электростанции, ни системы обеспечения, ни заводы, ничего. Нанесение ущерба этому просто приведет Иран к катастрофе. И это они понимают. И поэтому реально, когда оценивают военные действия или войну, а война это всегда связано с экономикой, они смотрят, мы сегодня не можем воевать с Израилем. Потому что ущерб, который мы получим, независимо от ущерба, который мы нанесем Израилю, для нас будет нестерпимый. Поэтому иранцы говорят, Хизбалле, а вы сидите тихо. Да, да. Ваша роль, вот если Израиль атакует нас, вы будете нашим оружием, поскольку у нас проблема достичь стратегических целей в Израиле, вы нам поможете. А так сидите тихо. То есть сейчас, если кто-то думал, что из-за араба-суннита шиитский Ливан будет рисковать своим будущим, он вообще не понимает, о чем он говорит. И чтобы еще Иран Это Восток. вписался. Восток сложный, и понятие сложное. Да, можно, и готовы воевать, но цель должна, с одной стороны, быть оправдана с точки зрения жертв, а с другой стороны, нужна возможность. Иран остановил войну с Ираком, и Ирак остановил, 7-летняя война, Ирак ее начал. Почему? Обе стороны пришли к выводу, а мы больше не можем. Экономика не позволяет. Иран, хотя добился хороших успехов, несмотря на тяжелые потери, но он вынужден был остановить войну. Это сейчас выдвинул президент Ирана интересное предложение. И надо его понять. Он сказал, а мы шиитское государство. А большинство населения Ирака тоже шииты. А зачем нам государственная граница? Хорошо звучит? Но речь не идет о войне. Речь идет о обычной реальной ситуации. Подобные ситуации есть в других странах тоже. Когда большое религиозное и национальное меньшинство находится за границей. Но Иран об этом говорится осторожно. Потому что на северной границе у него есть тоже государство. И вот народ того государства – это серьезное национальное меньшинство в Иране. И даже президент Ирана. Он относится к этому меньшинству. А сегодня и министр обороны. Хороший летчик, этнический азербайджанец с берегов Каспия. То есть это сложные вещи, непростые. Но одно ясно, сегодня Иран к началу войны по состоянию экономики Ирана и уязвимости не готов. Риск слишком велик. И на счастье Ирана сегодня американцы тоже не готовы к войне с Ираном.
Тем более, когда наконец к власти пришел президент, который выступает за мирное дипломатическое решение конфликтов и улучшение отношений с Западом. Но просто, Яков Иосифович, что поразило, скажем так, вывело недоумение и, скажем так, резкое отторжение у Хизбаллы и ее руководства от Ирана, сколько даже не президент и не министр обороны, а им показалось, мягко скажем, удивительным то, что глава КСИРа, значит, решил пойти, ну, скажем так, по дипломатическому пути и строго-настрого предупредил Хизбаллу ни в коем случае не, скажем так, не отвечать Израилю агрессивными какими-то военными действиями и без ведома Ирана не предпринимать каких-либо военных шагов. Это причем еще в августе месяце. То есть Хизбалла, приходя на эту встречу в Тегеране, думала, рассчитывала на то, что сейчас Иран даст зеленый свет. Вот что хотите, то и делайте, мы будем за вас стоять горой. А в результате они получили совершенно другое. Опять-таки, эта информация, такой источник инсайдерский. Опять же, насколько это точно мы сказать не можем, мы предполагаем. Но что-то подсказывает многим экспертам то, что этот разговор имел место быть по-настоящему. Я не знаю, был ли разговор в каком тоне, но это логично. Это логично. Иран не ставит свои национальные интересы, свою безопасность в зависимости от истерик террористической организации, которую он создал и которую он финансирует, и которая без него не просуществует дня, под их безответственные решения. Потому что тогда это он возьмет на себя ответственность. Угу. Я, например, дам другой пример из другой области. Да. Чтобы понять, какие правила есть международной игры. Россия держит две военные базы в Сирии. Одна военно-воздушная. Военно-морская, там все ясно. Базы, летчики российские воюют в Сирии, защищают, пытаются воевать против ИГИЛа, пытаясь дать военную поддержку власти Асада, чтобы вывести Сирию из того неустойчивого состояния, в которое вогнал мятеж 2011 года. Одновременно с этим мы атакуем в Сирии базы проиранских милиций постоянно, которые через Сирию передают виды вооружений, особенно ракеты с системой наведения Хизбалле. Россия против этого. Россия дала ракеты для системы противовоздушной обороны сирийской армии. Но никогда российские ВКС, которые находятся в Сирии, не пытаются вмешаться или помешать нам атаковать объекты, которые мы считаем, что мы должны атаковать, иранские в Сирии. И мы говорим, мы не атакуем сирийские объекты, мы иранские, или которые помогают Ирану. И очень часто говорят, а почему Россия, вот завтра Россия поможет Сирии противостоять израильским воздушным атакам? Россия говорит, сирийские ПВО пусть сами они решают эту проблему. Почему? Они говорят, мы не берем на себя ответственность охранять воздушное пространство Сирии. Мы охраняем только наши вооруженные силы, чтобы их не атаковали. Ни израильтяне, ни американцы, и на этом все спокойны. Почему? Для государства взять ответственность за действия другого государства — это слишком серьезно. Это тогда накладывает на нее обязательства, выполнение которых противоречит их интересам. И поэтому Иран, он говорит, да, мы будем помогать вам, все. Но мы не можем взять на себя ответственность и подвергать интересы государства вашим мелким интересам. Почему, например, Россия не подписывает, кроме Белоруссии, ни с одной страной соглашение о военном союзе, когда
обе стороны готовы защищать одна другую. По крайней мере, потому что такой военный союз обязывает другую сторону вмешаться в конфликт страны, с которой она подписала соглашение, даже если он не соответствует ее интересам. И поэтому и Китай, и Россия очень осторожно к этому относятся, четко определяя, мы берем на себя ответственность до той границы, внутри которых находятся наши государственные интересы и наша безопасность. Мы их не переходим. И по большому счету, нет точно. Но на этом принципе построены отношения между Ираном и Хизбаллой. И это надо понимать. Государство и государственная ответственность – это совершенно другое. Она выше и более глубокая, чем ответственность мелких организаций, террористических, тех или иных политиков, тех или иных блогеров, тех или иных специалистов, ученых, профессоров, не знаю кто. А самое главное, на них нет ответственности, а на государстве есть. На министре обороны есть. На президенте, на главе. И поэтому государство делает, исходя из общего государственного интереса. И неважно, это маленькое государство, большое, в каком оно состоянии, какова его идеология даже. Ситуация, конечно, довольно, опять-таки, продолжает оставаться напряженной, но, тем не менее, надо сказать, что мы смогли получить ответы на все вопросы, которые мы сегодня вам задали, потому что, как всегда, вы отвечаете довольно досконально, четко, последовательно, вас слушать, что называется, одно удовольствие. И время нашей программы хоть и подошло к концу, я, честно говоря, даже не заметил, как это время пролетело. Вот. Но надеемся, что мы с вами в скором времени еще раз встретимся для того, чтобы обсудить следующие, что называется, события. События на Ближнем Востоке, что называется, кипят просто, и каждый день преподносит нам что-то новое. Дорогой Яков Иосифович, спасибо огромное, что присоединились к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, обстоятельно, очень интересно. И я обязательно призываю всех наших зрителей посмотреть наш сегодняшний выпуск. Дорогие друзья, с вами была программа «Окна». Я Фархат Ибрагимов. У нас сегодня был в гостях общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Подписывайтесь на нас в телеграм-канал «Вестник Кавказа». Смотрите нас на платформе YouTube, Рутуб и ВК Видео. Всего доброго и до следующего раза.